Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами опять Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Я вот тут смотрю на свои фотографии после отпуска. Некоторые мне нравятся, некоторые нет. У вас бывало так, когда вам тоже фотографии ваши, некоторые нравились, а некоторые нет? Вот на этой фотографии я себе нравлюсь. А вот на этой фотографии не очень. Хотя сделанная не с промежутком в полминуты. И там я, но с этой Ольгой Демчук я хочу себя отождествлять, а с этой нет. Это плохо получилось. Это не совсем я. Вот попробуйте прочувствовать, когда вы смотрите на свою фотографию, изображение на которой вам не очень нравится. И собственное отторжение собственного отражения. То есть вы, как наблюдатель, смотрите на объект, и вы его отторгаете, говорите, что это не я. Вот внутри у нас происходит то же самое. Есть я, который нравлюсь себе, и есть я, который не нравится мне. И я отождествляю себя с неким нравящимся образом. Итак, мы с вами выяснили, что мы отражаться можем на фотографии, мы можем отражаться внутри своего сознания, когда мы, например, пытаемся порефлексировать о себе. Мы вот так вот поднимаем глаза, вспоминаем себя в каких-то ситуациях с какими-то людьми и говорим: да, вот этот я себе нравлюсь, а вот тот я себе не нравлюсь. И для того, чтобы нравиться себе и там, в этой не очень приятной ситуации, мы говорим: меня довели. Или же мы говорим: там просто вот такие люди были отвратительные, поэтому мне пришлось себя так вести. То есть, видите, мы все время как будто ищем объяснительную конструкцию, которая все равно оставляет нас хорошими в нашем восприятии. Итак, фотографии, видео или аудио, внутренний себя, наше сознание, а еще есть другие люди, которые нас отражают. Когда мы, иногда не подозревая об этом, ищем свое отражение в глазах другого человека. Вот давайте представим условную группу людей, и вы в эту группу людей входите. И все эти люди оборачиваются и начинают смотреть на вас доброжелательно. Они показывают всем видом, как они рады вас видеть. И в этот момент происходит отражение нас хорошим. Мы смотрим на этих людей, на эти зеркала, и мы нравимся себе в их отражении, но нам кажется, что нам нравятся эти люди. Мы говорим: какие приятные люди, какие хорошие люди. А теперь давайте представим, что эта же группа людей в тот момент, когда мы вошли в помещение, начинает смотреть на нас, на вас как-то так не то осуждающе, некоторые даже смотрят зло, с ненавистью, то есть с ярко выраженными негативными эмоциями. И в этот момент то отражение, которое они вам дают, то есть их реакция на вас, не нравится. И мы говорим: какие отвратительные люди. То есть, видите, мы по факту опираемся на отражение, но нам кажется, что мы выносим суждение о других людях. А теперь представим опять тех же людей, опять в том же помещении, но которые безразличны к нам. Мы заходим, а они делают вид, что нас не существует, как будто нету. И тогда мы вообще не отражаемся в этих людях. То есть они транслируют нам, что ты пустое место. Я думаю, что каждый из вас может из памяти достать момент, когда кто-то из близких или из ваших знакомых вас игнорировал.
То есть как будто вы пустое место. И многие люди это очень болезненно переживают, потому что они не могут отразиться и перестают существовать для самих себя. Вот наказание ребенка игнором — это фактически аннигиляция его. То есть взрослый родитель, он выключает, не отражая ребенка, создает у него пустоту. Ребенок как будто перестает существовать, потому что он не получает отклик. И многие дети из-за мертвости эмоциональной родителя начинают делать что-то такое, чтобы родитель эмоционально прореагировал на него для того, чтобы ощутить «я есть». То есть, когда родитель по какой-то причине, возможно, слишком ушел в себя, или же ушел в себя в такой инертности, или же он занят каким-то эмоциональным переживанием внутри себя, и ребенок не получает отклик, или же родитель увлечен, например, работой, и ребенок подходит и не чувствует отклик. И тогда ребенок бессознательно, абсолютно на инстинктах начинает делать то, что принудит родителя обратить внимание и дать этот эмоциональный отклик. Потому что когда этот отклик он получает, он есть. И мы зачастую так тоже бессознательно делаем, когда мы, например, сидим в какой-то компании, и на нас не обращают внимания, например, вы чужой человек. И нам очень хочется, чтобы кто-то обратился к нам. И человек, который обращается к нам с каким-то вопросом или просит даже передать что-то со стола, он нас обнаруживает в этой компании, он легализирует наше присутствие там. То есть, видите, этот отклик нам нужен. И я думаю, что вы уже знаете, что чем у человека хуже контакт внутри с самим собой, тем он более зависим от отклика на него других людей. То есть, если я смотрю в свое внутреннее зеркало, в зеркало сознания, и я себе по какой-то причине не нравлюсь, это отражение мне не нравится, вот как эти фотографии, которые я показываю, то я тогда буду искать иное отражение в других людях и буду заботиться о них как об отражающей поверхности. То есть вот это общепринятое убеждение, что я хочу нравиться людям, на самом деле очень неточное. Фактически я забочусь об отражающей поверхности. Я хочу что-то сделать с этой отражающей меня поверхностью такое, чтобы она отразила меня таким, каким я себе понравлюсь. Опять давайте включим фантазию, представим. Итак, например, вы в компании людей, и вам от этой компании, от этих людей ничего не надо. Вы просто пришли. Но как только вы внутри начинаете хотеть какой-то особенной реакции на себя, то есть реакция на вас должна быть, то тут же эти люди как будто меняют статус. Вы начинаете хотеть на них повлиять. И если вы хотите не просто отклик, какой-то светский разговор или же какое-то обращение внимания, а, например, понравиться этим людям, то есть чтобы они вас отразили очень-очень хорошим, то внутри возникает напряжение, и это напряжение возникает из-за того, что осуществляется насилие над собой. То есть человек сам себя принуждает быть каким-то таким, чтобы люди, вот эти зеркала, выдали реакцию на него желаемую. Например, я пришла в какую-то компанию, и я
достаточно спокойно я себя чувствую, люди какие-то незнакомые, какая-то неторопливая беседа. Но если мне кто-то говорит на ушко: "Вы знаешь, этот человек такое положение, он многое может". И у меня внутри возникает изменение статуса этого человека. То есть этот человек становится значимым, особенным. И я внутри начинаю принуждать себя быть какой-то для того, чтобы принудить этого человека отразить меня какой-то хорошей, интересной или же умной. И это насилие, которое над собой я осуществляю, может стать насилием по отношению к другому. То есть я буду себя вести так, что он почувствует, что я, например, навязчивая или же избыточно обращающая на себя внимание, или же я слишком хочу понравиться. То есть насилие, которое человек осуществляет над собой, он будет осуществлять и над другим человеком. И если у этого человека какие-то другие представления о тех людях, которые интересны, то он мое поведение может воспринять вообще как странное. И я добьюсь абсолютно противоположного результата. Вот я на сессиях с клиентами постоянно с этим встречаюсь. Когда клиент приходит, и он начинает хотеть произвести на меня какое-то впечатление, чтобы я отразила его каким-то таким, чтобы он сам себе понравился. И когда аналитик сам находится в желании казаться лучше, то с клиента может возникнуть игра, где клиент боится что-то рассказывать искренне об недовольстве или же о злости на аналитика, потому что оба человека начинают играть какие-то роли и пытаться изображать из себя в присутствии, в присутствии другого какого-то. И тогда появляется искусственность в отношениях. Итак, вернемся к отражающей поверхности. Вот другие люди и попытка навязать им какое-то отношение к нам всегда связаны с тем, какие отношения у человека внутри себя с самим собой. Вот давайте с вами сейчас представим, что вы смотрите во внутреннее зеркало сознания, но там отражается не ваша внешность, а отражаются ваши аспекты. То, какая вы личность, то, какие у вас качества, то, какой вы есть на самом деле. И это отражение у многих людей, которые приходят в психоанализ, исследуют внутренний мир, первоначально вызывает шок. То есть человек не может на себя смотреть именно потому, что у него много недовольства при сравнении того, что он в себе видит, с неким эталоном. То есть человек смотрит на себя внутри, в это зеркало сознания, не констатирующее, а осуждающее, обвиняющее, с недовольством, с претензиями. То есть фактически человек не может встретиться с собой, не может обнаружить себя, потому что эта встреча, она настолько эмоционально заряжена этим недовольством, что первоначально человек прикасается к тому, какой он есть, и сразу убегает. То есть эти эмоции, эти реакции невыносимы. И вот это воинственный контакт с другим человеком, он очень сильно зависит от идеалистичного представления о том, каким должен быть мир и каким должен быть я. Потому как вы отражаете других людей, можно понять, как вы и отражаете самого себя. То есть, если восприятие других людей вот с этой критикой, с недовольством, с навязыванием в уме даже, пусть вы молчите, как правильно, то и внутри с собой будут точно такие же отношения. То есть фактически человеку для того, чтобы начать меняться, надо себя познать. Он же не может менять в себе придуманное, того, чего нет на самом деле. Но
познакомиться с собой он не может, потому что тут же возникает негативная эмоция, ему хочется себя убить. Фактически человек не стремится отразиться в зеркале сознания, чтобы познать себя, а он стремится как можно больше спрятать от себя всего, за что он сам себя накажет. И вот это желание наказывать, критиковать и так далее, может измениться и стать противоположностью. Когда человек говорит: я такой, вот я такой, принимайте меня таким. И здесь противоположность того же самого. То есть тут я себя не принимаю, а тут я говорю: я такой, и весь мир должен под меня прогнуться. И это будет тоже конфликтовать с другими людьми. Так к чему я веду? Что я вам хочу предложить? Давайте представим, что наше отражение внутри сознания, вот оно есть, и попробуем на него посмотреть констатирующе. Это не значит, что безоценочно или же без критического мышления, но констатирующе. То есть фактически человеку для того, чтобы научиться мыслить, научиться понимать других людей, ему надо научиться этому констатирующему восприятию. И когда мы для анализа берем какие-то факты, то они должны быть констатирующие, без дополнительного смысла. Это плохо, хорошо, это правильно или неправильно. И вот этот поиск отражающего объекта, он, с одной стороны, детский паттерн поведения, но с другой стороны, когда мы находим глаза человека, который может нас отразить вот так вот констатирующие, не осуждающие, не исправляющие, а он смотрит, отражая нас. И он вот этим неосуждением может отразить нас в полноте всех наших аспектов. И люди, в которых мы можем так отразиться, для нас очень ценные. То есть рядом с ними фактически мы ощущаем в большей мере «я есть». То есть, если сознание человека отражает безоценочно, безоценочно с точки зрения хороший, плохой, правильный, неправильный, то рядом с ним мы появляемся. И вот хороший аналитик – это аналитик, который может отразить, и в этом отражении человек учится принимать себя такого. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, вот те особенно, которые уже не первый год смотрят мой YouTube-канал, что вы испытывали, когда вы постепенно начинали видеть себя реального. И напишите, как у вас менялось отношение к этому отражению. Вот я пытаюсь на YouTube-канале отражать, говорить о чем-то, о том, о чем обычно не принято, для того, чтобы выводить в сознание эти спрятанные аспекты. И поделитесь, пожалуйста, тот, у кого менялось то, что он видит в зеркале, оно становилось больше, многообразнее, сложнее. И когда меняется к этому отношение, к своему отражению, как меняется отражение к жизни, к другим людям. Попробуйте достать этот момент взаимосвязи, восприятия себя отраженного и восприятия мира, который отражается внутри вас. То есть, видите, сложность мышления, понимание всех внутренних процессов, оно позволяет человеку больше быть «я есть». То есть ему не надо врать себе, ему не надо прятать самого себя от себя, потому что внутренняя пустота, потеря опоры на себя, появление бессмыслия, экзистенциальный кризис – это все связано с тем, что человек не может принять себя, не принять, а отразить себя. Принять не буду говорить, потому что это безусловно, а отразить себя реально. Когда
мы, например, в какой-то компании и чувствуем потерю себя, то есть внутри появляется пустота, это говорит о том, что мы бросили себя, мы себе таким не нравимся, или же мы что-то не хотим видеть в себе из того, что с нами сейчас происходит. То есть, видите, потеря себя, она все время про отторжение себя настоящего, без цензуры, таким, какой он есть. В общем, пишите комментарии. Видите, я прям часть работы отдала своим зрителям для того, чтобы мы учились мыслить самостоятельно. Я читаю все ваши комментарии, и вы видите, что и другие люди читают. Поэтому будем развиваться вместе. Я хочу обратить ваше внимание, я же была в отпуске, и я вот привезла нам, вам и себе вот такие вот вазочки. Я назвала их вазочки для кадра. Напишите, нравятся ли они вам. Мне они очень понравились. Можно поставить отдельно каждый цветочек. Но я буду прощаться. И напомню, что 22 августа будет вебинар про тело. Мы будем тоже там исследовать этот контакт с собой, как его не терять и как не бросать себя, и тело в том числе. Я с вами прощаюсь. До встречи.